Так, ну что, вечеринка начинается. Снаряга на нас, мы взлетаем. Немножко волнительно, я бы сказал так. Да не то, что волнительно, это ужас какой-то. Я не знаю, как он терпит это вообще. Ну, так, чтобы себя не пугать. Да. Так, ветра нет, воды мало. Ага. Все прекрасно. Смотрим на горизонт, отделился. По плану все Ага. Ни высоко, ни низко. Открываемся. Все, всегда будем проверять. Я буду первый приземляться. Вот, смотри, как я захожу. Вдруг внизу ветер в эту сторону, да, будем приземляться чуть бочком к ветру. То есть не под уклон по-любому, да? Это Андрей Немот. Это вообще пиздец. Аккуратненько, не торопясь. Вон там веревочка. Ага. Ноги подкашиваются, сука. И еще шаг. Еще шаг. Фу, давай. Увидимся. Ёбушки-воробушки, 3, 2, 1. Да, это снова выпуск про бейс. Как вы понимаете, не первый, ну и теперь, наверное, уже и не последний на моем канале. Год назад я уже вам показывал выпуск, в котором я рассказывал, что это вообще такое, как я этому бейсу учился, и еще я прыгнул с моста. А самое главное, я пообещал, что больше никогда в жизни не буду заниматься этим опасным занятием. Получается, соврал. Ладно, теперь давайте расскажу, про что выпуск. Мы прилетели в Венесуэлу, и в предыдущем видосе я показал вам про местный скайдайв, быт и нравы. Но основная цель нашей поездки заключалась как раз таки в предмете именно этого выпуска. Короче, мы прилетели на самый высокий водопад в мире. И сейчас я вам расскажу об этом удивительном месте на другом краю земли. За наш съемочный опыт мы посетили немало красивых мест. Очень красивых. Но я без сомнения скажу, что это место вообще самое фантастическое из всех, где мы когда-либо снимали наши выпуски. В общем, давайте подытожу. Это будет самый красивый выпуск про самый красивый бейс-прыжок в самом красивом месте из всех возможных. Я расскажу вам, как сюда попасть, сколько это стоит, и попытаюсь транслировать вам весь спектр пережитых эмоций. Короче, этот выпуск прям классный, так что усаживайтесь поудобней. Венесуэла, Канайма, и мы начинаем. Ну что, свой рассказ я начинаю с места, в котором мы остановились в прошлом выпуске. Кстати, если вы еще его не видели, обязательно посмотрите для полноты картины. Ссылочку я оставил в описании. Теперь давайте расскажу вам про наш план. В этом выпуске мы переместимся из города Каракас в национальный парк с интересным названием Канайма, что находится в 600 километров от столицы Венесуэлы. Там мы немного офигеем от местных красот, а потом возьмем вертушку и полетим на самый высокий водопад в мире. Ну и как вы понимаете, сиганем с него. А заодно я расскажу вам, стоит ли проделанный тернистый путь своих усилий и средств. Путь до Канаймы был не близкий, и, кстати говоря, попасть туда можно только по воздуху. Самолеты туда летают редко, да и билетов в продаже не было. Но там есть аэродром, поэтому единственным выходом для нас было нанять частный самолет со своими пилотами. Но об этом немного позже. А пока давайте переместимся в аэропорт, из которого мы вылетали. Так, ну что, друзья, раннее утро, как обычно, мы в каком-то аэропорту собираемся вылетать в Канайму. Что мы там будем делать? Знаете, я на самом деле, честно, дал слово, что я в эту тему больше вписываться не буду, но вот товарищ потащил меня. Короче, Я потащил, не, ну ты меня потащил. Поехали на этот водопад, я уже пытался слиться. Вот Диман, видишь, повезло ему, он знал, что его потащат на этот водопад. Диман слился, да. Короче, ребят, в общем, сейчас все увидите. А если хотите посмотреть там всякие детальки, переходите в телегу, там я все выкладываю. Увидимся. Внесу небольшую ремарку. На самом деле это была сугубо моя инициатива, и скорее я потащил Мишу на водопад, нежели он меня.
Мишаня же выручил меня и помог мне как с организацией, так и с демонстрацией этого удивительного места, за что ему бесконечный респект. Вот честно, без него бы я хрен организовал эту поездку. Теперь рассказываю про особенности внутренних перемещений по стране. Так как билетов не было, единственным путем нашей доставки туда была полная аренда как самолета, так и экипажа на все время нашего там пребывания. То есть нужно было выкупить все посадочные места в самолете, а главное разместить пилотов в той же гостинице, в которой мы остановились. Но несмотря на высокие венесуэльские ценники, косты как на вертушку, так и на сам самолет оказались относительно приятными. Ну и так как я договорился с вами делиться ценниками, расскажу всю математику. Летело нас 5 человек, и ценник туда и обратно вместе с горючкой и размещением пилотов составил $4200, то есть 380 тысяч рублей. Если мы поделим все это на 5 билетов туда и обратно, получаем 38 тысяч рублей за один билет в один конец на одного человека. Поверьте моему опыту, это совершенно недорого за такие возможности. А из бонусов пилоты подстраиваются под твой график, и вылет осуществляется именно тогда, когда тебе это нужно. В общем, очень удобно. Теперь касаемо самого самолета. Летели мы вот на таком турбовинтовом красавце с 2 поршневыми двигателями, который называется Aero Commander 500. Не знаю по какой причине, но они там очень распространены. Самолет с претензией на дорогой люкс, но нужно понимать, что техника не новая и сам борт, наверное, старше меня. В общем, долетели мы с комфортом, но без претензий на лакшери. Navego por su piel, por esa mujer. Voy a ser fiel, voy a ser fiel. Por esa mujer, te juro que voy a Так, ну что, друзья, добро пожаловать в джунгли. Это Канайма. Я уверен, что здесь будет очень интересно. Ну а приехали мы сюда с одной очень важной миссией. Такое ощущение, как будто мы в Африку прилетели. Такой и как бы климат, тепло. Смотрите, постройка такая африканская. Да, соломенные крыши. Вон, носочки нам показывают, что ветра нет, а нам и не нужен ветер для нашей миссии. Надеюсь, что завтра будет такая же погода. Вот, короче, будем мы здесь несколько дней. Миша обещает, что здесь просто бомбическая природа. Ну, а я Мише верю. Не знаю, то ли из-за того, что это доместик аэропорт, то ли из-за того, что мы прибыли в национальный парк, но у нас по прилету попросили паспорта и где-то зарегистрировали. Причем регистрация была по старинке, то есть нас просто переписали в какую-то тетрадку и сопроводили в шаттл, который нас уже доставил до места пребывания, где наш скепсис от ручной регистрации полностью развеялся. Вы только посмотрите. В общем, рассказываю, что это за место. Национальный парк Канайма находится на юго-востоке Венесуэлы на границе с Бразилией и Гайаной. В 1994 году Канайма был занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной достопримечательностью и ценностью парка является находящиеся там тепуи. Это вот эти плоскошовные горы. Здесь же находится знаменитый водопад Анхель, самый высокий в мире, с которого мы, кстати, и сиганем. Эта территория является родиной индейского народа Пимон. Что круто, так это то, что эти народы и обслуживают это место, что придает этой локации своей аутентичности. Короче, я вот честно офигел от происходящего. Блин, вообще, как здесь круто, а? Как здесь круто, посмотрите, какой водопад. Короче, так, сейчас мы поднимаем дрон и смотрим на это все с высоты. And it feels so good. So good. And it feels so good. So good. Ладно, перейдем к размещению. Здесь внизу приземляем. Еще раз давай, то же самое. Давай. Я снимаю. А, да? Да. А я думал, это у тебя сова. Короче, вот здесь у нас проходили скайдайв-буги. Внизу у нас здесь была укладочная. Здесь спортсмены, инструктора, коучи все располагались здесь. И приземлялись вот внизу, собственно, на пляж. А погодите-ка, вы еще и на вертушке можете поскайдавить просто? На Да. на твоем парашюте как раз приземлишься, Андрюх. Не, вот. нет, тут длинный Ржака пляж будет. для первого такого. Вон там здоровый кусок песчаный вылез. Но эти островки, это как эксклюзив, заставим Серегу долезть, короче, доплыть до этого островка, и пусть он там нас встречает.
Бля, вот как скажешь, Миш. Шампанское. Короче, друзья, придется мне все-таки поработать на точность. Кстати, забегая вперед, хочу объявить о нашем желании посетить это место снова. Поэтому мы решили организовать Skydive Camp прямо здесь. Этот кемп мы планируем провести в этом же отеле в следующем году с 1 по 10 марта. Ссылку на участие я оставил под этим видео. Вот. Водичка, наверное, теплая здесь, да? Смотрю, там купаются. Ну да, более-менее. Тут она, можно Пресная? видеть, она черная, да. Она очень много насыщенной железа там. Заселились мы базово, без всяких лухари-приколов. Давайте покажу, как именно. Так, значит, комнатка номер 22, если вдруг кто захочет, можете приходить в гости. Ну чё, ребят, это прям лакшери, я на такой не рассчитывал, если честно. Кровать, одна, вторая. Сереж, давай камеру, я сейчас покажу от первого лица. Слушайте, ну здесь очень круто. Значит, все, что надо, есть. Есть душ, есть кровать, две. Есть кондиционер. И там еще что у нас? И вот с таким видом. По-моему, это чересчур. Миш, ты нас балуешь. Знаете, на что похоже? Вот если кто видел «Аватар», вот мне кажется, его здесь где-то снимали, нет? Ну, во всяком случае, вот ощущение такое. Недолго думая, мы отправились на разведку местности, где попутно с Мишей обсудили план наших предстоящих приключений. Вот, значит, что здесь у нас происходили прыжки. Skyfury Канаима. Взлетали с этого аэропорта, с которого приехали. Тут 5 минут пешком идти. Вот этот весь пляжик у нас был для площадки приземления. И с той стороны тоже. Достаточно большая площадочка. Проблем не было даже у начинающих. Водичка как будто она, ну я не знаю, как будто застоявшаяся, да, такая вот? Не-не-не, наоборот, самая проточная из всех проточных. Да, но она красная, она красная. Она черная. Короче, водичка здесь ржавая, очень приятная, тепленькая, дно такое офигенное. Ну вот, смотрите, детишки купаются, балдеют, водопады. У меня все время прыжковый день, я вот здесь просыпаюсь, это какое-то особенное утро. Вся природа тебе говорит, посмотри, какая пиздатая жизнь. А самый эффект мне нравится, когда на экзите стоишь, у тебя прям обостряются все вот органы чувств, ты и запах джунглей чувствуешь, и пение птичек, и глаз радуется, знаешь. Все, у меня же живот начинает крутиться. Смотри, а здесь вообще никаких построек нет, я смотрю, да? Это все один отель, да? Не, вот второй, и вот там вот третий, видишь, он напротив второго водопада. О, здесь горячая вода. Ай, хорошо как! Ножки попарим сейчас. Блин, горячая вода. Просто. Знаешь, что я думаю? Короче, учитывая то, что здесь вообще туриков нету, шикарные отели, это вот мы сейчас находимся в то время, когда вот после этого должен какой-то бум здесь произойти, мне кажется. Туристический. Потому что, ну, красивее мест я в жизни не видел. Я отвечаю. Вот, Охренеть просто. Я реально в жизни не видел вот. такой нетронутый. Охренеть просто, да. И когда сюда приезжаешь, думаешь, ну здесь должно быть точно все полосы, full book, все места. Пожалуйста, вон, приезжайте, не надо. Мы даже заранее ничего не буковали, мы приехали, нас встретили, заселили, номера пустые. 30 тысяч в день. Ну, не дешево, как бы, но... Нет, подожди, это точно экзотика стоит. топовая в мире, они могут да, стоить она дешево. как бы- Слушайте, ну если вы поедете, я не знаю, даже куда-нибудь, например, в Африке, в Сан-Сити, такой номер будет стоить, ну, минимум косарь в сутки, минимум. А в Сочи какой-нибудь более-менее адекватный будет стоить ту же 30-ку. Ну это вообще. Сейчас еще лодочку возьмем, прокатимся, посмотрим места. Ну, а завтра у нас будут... Завтра будет самая жизнь. Только не хлопай, она на голове у меня. Одной из базовых развлекательно-туристических опций было посещение вот этих вот мелких водопадов. И так как наше полетное мероприятие было запланировано на следующий день, мы взяли местного каноэ-извозчика и отправились к ним. Мелкими водопадами я их обозвал относительно Анхеля, на который мы отправимся позже. На самом же деле, подплыв к ним поближе, начинаешь чувствовать всю мощу этого удивительного природного спота. Как только мы пришвартовались на эту дикую, казалось бы, нетронутую человеком локацию, мы сразу же обнаружили импровизированный магазин с локальными приколами и незамедлительно стали тратить привезенную с собой валюту. А что здесь, говоришь, дротики? Где они? Вот, смотри, вот. А. О, ничего себе. Да, тут где-то была такая. Это типа плевать? Да.
Короче, друзья, смотрите, значит, объявляю конкурсы. Вот такую штуку мы сейчас покупаем и разыгрываем ее в Телеграме. Соответственно, разыгрываем среди подписчиков Телеграма. Ну, это настоящее оружие, можно сказать. Не знаю, как я его довезу. Очень нужная вещь в быту. Подписываемся на телегу, подписываемся на Инстаграм. В Инстаграм, кстати, выкладываю постоянно сторисы. Когда мы путешествуем, там сторисы постоянно. Ну, а условия очень простые. Мы разместим в Телеграме пост, выберем там комментарий. Ну, самый, может быть, угарный, а может быть, просто как-то рандомно посмотрим. В общем, будет все по чесноку, я отвечаю. Ну, и вот эта вот штука уйдет победителю. Побаловались и хватит. Дальше мы пошли осваивать местную тропу под этими самыми водопадами. Вот честно, с учетом локальной красоты и организации досуга, вообще не понимаю, почему здесь совсем нет туристов. Я таких мест в жизни не встречал. Невероятно. Очевидно, невероятно. Была такая передача в моем детстве. Вот это сейчас со мной происходит. Блин, это сковорода. Зарезюмирую вот эту часть нашей прогулки. Красиво до безумия. Вода очень теплая и, несмотря на свой вид, чистая. Помимо нас и нашего провожатого, там вообще никого не было. Хотя, казалось бы, идеальное место для туристов. А самое удивительное, то что это хоть и дикая природа, но она такая комфортная, и здесь прям хорошо. Короче, ставлю пятак. Ну и еще расскажу про местные приколы и перейдем к основной части. Перед посещением водопада мы отправились в местную столовку на перекус и встретили там довольно-таки необычных локальных жителей. Здравствуйте. Очень приятно. Зубы русского туриста, видишь? Очень интересно. Привет. Серый, ну как такое бывает, а? Смотри. Нет, вообще. Он как будто нарисован. Это же дикое животное, да? По идее. Ну их здесь не переручали. Он такой красивый. Обалдеть. Ты мой лапочка. А? Какой же ты клевый. Пацан, стопудово. Лимонад. Ребят, ну я не встречал такого вот. Не рассчитывал я на такую встречу. Смотрите. Так, давай. Ну все, вот так вот. Да ты мой красавчик. Я тебя поглажу, можно? Я тебя поглажу. Слушай, тукан просто огонь, а? Смотри какой. Он еще что-то со мной разговаривает. Говорит, пойдем, дружок. Ай-яй-яй, ну так не надо сильно меня. Блин, я себе домой такого хочу. Я охуеть просто. Охренеть здесь. Дикий попугай огроменный, туканы. Вот они все. Да ты моя красота. Даже не знаю, можно я тебя потрогать? Можно тебя потрогать? Такие лапки, такие мягенькие. Не кусай меня. Ой, классный кадр. Блять. Барсик, ты чего? Это что такое? А? Привет. Друзья, я не знаю, я вот таких мест не встречал, потому что помимо того, что здесь просто классная природа, вы еще можете встретить вот таких вот диких животных. Ну как животных? Ну это прям такие красавчики, а? Давай переход сделай, переход. Так. Охренеть, а? Ты кто такой вообще, зверь? А? Да, я тебя поглажу, красавчик ты мой, а? Охренеть. Как тебе тут живется? Нормально? Пацаны, да? кто в курсе, напишите в комментариях вообще, что за зверь, потому что мы так и не понимаем. Ну все, туристическую часть этого выпуска закончили. Теперь давайте начнем экстремальную половину видоса. План на эту часть у нас такой. Для того, чтобы спрыгнуть с водопада, нам необходимо отрепетировать тречку. Тречка — это такой скайдайверский термин, который означает постановку своей тушки как бы в горизонтальное положение. Но в то же время руки необходимо завести назад для эффекта лучшего скольжения по воздуху. Кстати, мы уже летали таким образом в Каракасе, а все это нужно для того, чтобы во время бейс-прыжка максимально отлететь от скалы и спокойно открыть свой парашют подальше от отвесной стены. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Касаемо транспорта. Летим вот на этом красавце. Это 206 Bell.
Надежный, мощный и классный. Кстати, ценник за то, что он нас скидывал с 4 километров, а также доставил до этого водопада и забрал нас обратно, составил, на мой взгляд, адекватные $2000. Поверьте мне, по меркам вертолетной авиации это прям даром. А теперь я вас приглашаю полюбоваться этим безумно красивым прыжком. Пожалуй, это самый красивый скайдайв-полет в моей жизни. Опа! Иди сюда. Иди сюда, мой красавчик, а. О, собачку испугал. Ну ладно, не бойся. Иди сюда, иди сюда. Ну, прости, брат. Не хотел. Фу, какая красотища, а. Обалдеть. Все, и музыка тут. На-на-на-на-на. Ай, ола, ола. Короче, отрепетировали. Видали, а? Ну красота же. Ладно, теперь самая смачная и жуткая часть – бейс-прыжок. Так как это национальный парк, нельзя просто так вот взять вертушку и прилететь на водопад. И уж тем более сигануть с него. Требуется согласование как с авиационными властями, так и с местным племенем. Представляете? За кадр я вынес ту часть, где Миша очень сложно добивался этих разрешений, и поверьте мне на слово, он прям заколебался это делать. Мы можем типа это сделать, Короче, мы сюда приехали и уже перед тем, как нам выходить, в общем-то, на прыжки, поняли, что нам нужно разрешение. Блять, национальный парк. Сейчас пытаемся все это дело решить. Так, короче, сейчас мы укладываем бейс-мешок. Делается это как запасной, насколько я понимаю. Поэтому доверим это исключительно профессионалам. Да я и не знаю, как это делать. Так, вот стою, держу так, чтобы Мише было комфортно. Сильно отличается от обычного парашюта? Много чем отличается. Своей конструкции, крыла и вот воздухозаборников, чтобы они, так сказать, быстро и равномерно открывали парашют. Вот это вот в бейсе важно. А стропы толстые? Сейчас уже на самом деле у новых бейс-парашютов стропы поуже, поменьше, но это все расчет на то, что это 100% будет работать, ничего там не оторвется, как в скайдайве. В общем, Миша заново переуложил наши парашюты, и в отличие от скайдайва, это делается максимально кропотливо и неспешно. Насколько я понимаю, парашют для бейса укладывается ровно так же аккуратно и надежно, как и запасной скайдайверский купол. Перспективки так себе, да? Вероятность приземлиться на дерево очень высока. В шлеме прыгать надо. Ну, обязательно, конечно, закрыто все. Я вот не знаю, перчи мне брать? Нет? Конечно, брать. Перчи, штаны, обувь покрепче. Ну, вот, все, что есть, вот так вот. Ты, блядь, прям подготовился к самому опасному прыжку в твоей жизни. В джинсиках, в кроссовочках приехал. Это, блин. Подход экстремала, блядь, сразу чувствуется. Так, а что надо было мне надеть? Наколенники, что ли? А подожди, как раз таки что ли, да? Да? Ну да. Ну я экип тоже не брал. Ну там будет вообще пиздец страшно. Прям вообще будет до ватности в ногах просто. Так. Умеет он успокоить, да? Это я свои чувства описываю. Ну, я не знаю, как тебя будет пидасить там. Ну и последней подготовительной точкой стала отработка отделения, то есть самого прыжка. Ну и отработка всех нештатных ситуаций. Цена факапа, как вы понимаете, высока, поэтому мы проговорили каждый шаг. На дерево. Ну я понял, выбирай дерево, цепляй за него. Как у тебя было до этого? Самое главное не вот так лететь,
на препятствие, а артерии все закрыты внутри так. Да, и лицо. Бьет, а там уже все. Ну это бейсджампинг. Хватит ходить вокруг да около, в общем, полетели на водопад. Летели мы на том же 206-м Белле. И пока мы летим на Анхель, а вы смотрите на панораму, хочу сделать по скриптам ремарку. Друзья, бейсджампинг – удивительное, адреналиновое и безумно опасное занятие. После моего первого прыга с моста я обещал, что больше никогда. Но знаете, на своем примере я вам скажу, это затягивает. И я не уверен, стоит ли овчинка выделки. Поэтому я ни в коем случае не хочу и не собираюсь ни пропагандировать, ни быть вашим мотиватором ко вступлению на эту скользкую дорожку. И если после просмотра этого видоса у вас все-таки появились мысли сигануть бейс какого-нибудь отвеса, гоните их от себя подальше. Ну и пользуясь случаем, передаю привет всем бейсджамперам. Вот Angel Falls. И такие джунгли. Да, да. Вообще просто лес. Дичь, дикая дичь. То есть не то, что там нам получится час хотя бы, если мы приземлимся, прожить где-нибудь в стороне. Ну как вам? Атмосферка? Как тебе сказать? Ну как есть, говорит. Жутко просто, ужасно. Да, Прям эти чесноку. скалы. Блять, у меня такая хуйня. Представляешь, прям один в один. Фу. Пацаны, это страшно. Я отвечаю. Это вообще стрёмно, а? Я все надеюсь, что он откажется. Понимаете? Охренеть. Я сейчас покажу. Сейчас вот подойду потихонечку. Вот Серегину камеру. Давай, я меня тебя вот буду держать не за уронить. ножную так. Давай еще шажок. Блядь. Еще. Вот так. Сука, мне подходить Хорош. страшно. Мамочки. Тише. Сколько раз ты отсюда сиганул? Я, наверное, раз 6. Это Но ваш- каждый раз вот прям сышься до безумия, да. Ну как а вот к с этому этим нельзя вот, привыкнуть, мне кажется. к этому не нужно привыкать вообще ни разу. О, Джей. Вот я не знаю, был ли ты здесь, но, по-моему, ты здесь не был. Вот твоя тема, реально. Прям здесь на винге можно летать целый день, наверное. Ну сюда, да, Ну, еду отвечаю, страшно, конечно, но, знаете, вот манит. Вот прям хочется. А это Так, вообще ну бесстрашно, я ветерочек смотрю. есть, конечно. Куда ветерок дует? Ветерочек, да, бывает. Пацаны, ну чё? Чё, как думаете? Высоко, нет? Прыгнет, нет? Бля. Сейчас покажу, вот слегка вот так вот отойду в сторонку. Ну твой экзит вот здесь. Вот здесь. Вон там можно посмотреть, увидеть площадку приземления. Да? Так, сейчас. Ноги подкашиваются, сука. Еще шаг. Еще шаг. И... Да, вижу. Видишь? Ага. Мне казалось, что туда куда-то улечу, а это вот... Не, это здесь внизу мы полетим вот туда, вот так вот. Короче, прыгаем куда? В эту сторону? Вот так вот прыгаем, да, вот туда. Мамочки.
Давай. Увидимся. Ёбушки-воробушки, 3, 2, 1. Фью! Пиздец. Да, в тот момент я именно так и подумал. Единственное, чего я боялся, это завалить отделение, то есть перевернуться. Все так и произошло. Фу, давай. Увидимся. Ёбушки-воробушки, 3, 2, 1.